60 тысяч лет. Именно столько времени, по оценкам генетиков и антропологов Университета Джавахарлала-Нехру, опубликованным в журнале Current Science в 2000 году, на небольшом клочке Земли в Индийском океане живут люди, которые полностью отвергают нашу цивилизацию. 600 веков абсолютного одиночества. Без интернета, электричества, сельского хозяйства и колеса. Сегодня мы привыкли, что спутники высокого разрешения видят каждый квадратный метр планеты, а глобальная сеть связывает самые глухие деревни. Но на Северном Сентинельском острове время остановилось в эпохе Палеолита. Индийское правительство ввело строжайший запрет. Приближаться к этим берегам ближе, чем на 5 морских миль, официально запрещено законом страны. Нарушителям грозит тюремное заключение, а береговая охрана регулярно патрулирует эту акваторию. А давайте узнаем, у кого сейчас утро, день или ночь. Пишите в комментариях свое время. Посмотрим, насколько мы все из разных уголков мира. В этом видео мы разберем реальную, полную хронологию того, как человечество на протяжении 1,5 веков пыталось разгадать феномен сентинельцев. Вы узнаете, почему первые дружеские контакты закончились внезапным бегством ученых, какую скрытую биологическую угрозу таит в себе этот остров для всей планеты, и почему современные антропологи требуют оставить местных жителей в абсолютном покое, превратив остров в неприступную крепость. История научного и документального осмысления Северного Сентинельского острова началась не с мирного исследовательского судна и не с этнографической экспедиции. Она началась с чрезвычайного происшествия и акта колониального насилия в конце XIX века. Чтобы понять, почему жители этого острова сегодня встречают любого чужака градом смертоносных стрел, нам необходимо перенестись в 1880 год. В то время Андаманские и Никобарские острова находились под жестким контролем Британской империи. Главным администратором по делам коренных жителей в этом регионе был назначен молодой, амбициозный британский колониальный чиновник Моррис Видал Портман. Его задачей было так называемое умиротворение местных племен, подчинение их короне и перевод на оседлый образ жизни. Портман уже имел опыт работы с другими племенами Андаманского архипелага, такими как онги и великие андаманцы, чья численность после контакта с европейцами начала стремительно сокращаться из-за занесенных болезней. В январе 1880 года Моррис Портман во главе вооруженного отряда британских солдат и проводников из числа уже подчиненных туземцев высадился на побережье Северного Сентинельского острова. Его официальные отчеты, которые сегодня бережно хранятся в архивах Британской библиотеки в Лондоне, подробно описывают первые дни этой экспедиции. Остров встретил британцев зловещей тишиной. Густые, практически непроходимые тропические джунгли подступали к самой кромке желтого песчаного пляжа. Портман и его люди провели на острове несколько дней, продвигаясь вглубь территории. Сентинельцы, заметив превосходящие силы чужаков, вооруженных огнестрельным оружием, не приняли открытый бой. Они применили тактику, которая оттачивалась тысячелетиями. Мгновенно и бесшумно скрылись в лесной чаще, оставив свои временные жилища. В своих записях Портман отмечал, что и в деревне состояли из простых навесов из пальмовых листьев, а на кострищах еще тлели угли. Британцы нашли остатки нехитрой утвари, кости рыб и диких свиней, но самих людей долгое время обнаружить не удавалось. Через несколько дней поисков британскому отряду все же удалось выследить и захватить в плен 6 человек, которые не успели скрыться в лесу. Это были пожилой мужчина, его жена и 4 маленьких детей. Следуя логике колониального мышления того времени, Портман решил, что лучший способ наладить контакт с дикарями – это забрать их в цивилизованный мир, показать им блага империи, засыпать подарками, а затем вернуть обратно, чтобы они рассказали своему племени о дружелюбии белых людей. Пленных сентинельцев погрузили на корабль и доставили в Порт-Блэр, главный административный и военный центр Андаманских островов. Это решение оказалось катастрофической, роковой ошибкой, которая предопределила отношение островитян к внешней цивилизации на целое столетие вперед. В Порт-Блэре в условиях совершенно иной бактериологической среды пленные почти сразу тяжело заболели. Отрезанные от остального человечества на протяжении десятков тысяч лет, сентинельцы не имели иммунитета к простейшим вирусам, которые для обычного человека кажутся безобидными. Обычный грипп, простуда или корь для них были эквивалентны биологическому оружию.
Пожилые мужчина и женщина угасли за считанные дни и скончались в страшных мучениях на глазах у своих детей. Напуганный и растерянный Портман, понимая, что все пленные могут умереть, приказал немедленно вернуть 4 больных детей обратно на побережье Северного Сентинельского острова. Их привезли на тот же пляж, оставили им символические подарки в виде кусков ткани, ножей и кокосовых орехов, после чего британский корабль спешно отплыл. Этот трагический инцидент подробно, без прикрас, описан в двухтомной монографии самого Мориса Видала Портмана «История наших отношений с андаманцами», которая была издана в 1899 году в Калькутте. Современные антропологи единогласны во мнении: возвращенные дети либо погибли в лесу, став источником локальной эпидемии, либо успели рассказать сородичам, что чужаки увозят людей в свой мир, где те умирают в муках. Именно в этот момент в коллективной памяти сентинельцев навсегда зафиксировался образ чужака как смертоносного демона, несущего гибель. На протяжении следующих 80 лет любые попытки приблизиться к острову встречали яростное, бескомпромиссное сопротивление. В 1896 году на берег острова выбросило беглого каторжника из тюрьмы Порт-Блэр, который плыл на самодельном плоту. Через несколько дней поисковая лодка обнаружила его тело на пляже. Оно было пронзено десятками стрел, а горло перерезано. Британцы не стали устраивать карательную экспедицию, решив просто вычеркнуть остров из маршрутов своих судов. Официальная наука оказалась перед глухой неприступной стеной. На карте планеты существовало общество, структуру, быт, верования и язык которого невозможно было изучить ни одним из известных методов. Остров погрузился в глубокую самоизоляцию, охраняемую луками и стрелами. С каждым десятилетием напряжение вокруг этого белого пятна на карте росло. Однако колониальная эпоха ушла в прошлое. В середине XX века Индия обрела независимость, и новое правительство в Дели решило кардинально изменить подход к коренным народам. На смену британским солдатам должны были прийти индийские ученые. В 1967 году положение дел вокруг загадочного острова начало меняться. Правительство независимой Индии, обеспокоенное статусом коренных племен Андаманского архипелага, санкционировало масштабную государственную программу по установлению дружеских контактов. Власти понимали, что насильственная ассимиляция не работает, поэтому была выбрана тактика постепенного сближения. Возглавил эти уникальные экспедиции выдающийся индийский антрополог профессор Трилокнатх Пандит, занимавший в то время пост директора регионального отделения антропологической службы Индии. Пандит подошел к задаче с максимальной научной осторожностью. Он прекрасно знал историю Мориса Портмана и понимал, что сентинельцы видят в любой высадке угрозу своей жизни. Поэтому на протяжении более чем 20 лет, начиная с конца 60-х годов, Пандит и его коллеги практиковали так называемые бесконтактные визиты. Логика была проста. Приучить племя к тому, что люди на больших лодках не несут зла, не пытаются зайти в джунгли и привозят ценные вещи. Раз в несколько месяцев исследовательское судно подплывало к рифам Северного Сентинельского острова на безопасное расстояние. Ученые пересаживались в небольшие надувные лодки, подходили к мелководью и оставляли на песчаном берегу разнообразные дары. Это были кокосовые орехи, которые по каким-то причинам не росли на самом острове, бананы, куски железной арматуры, пластиковые ведра ярких цветов и даже живые свиньи. Записи Трилокнатха Пандита, опубликованные в его фундаментальном академическом труде «Сентинельцы», который вышел в свет в 1990 году под эгидой антропологической службы Индии, детально описывают, как менялось поведение аборигенов от визита к визиту. Это была невероятная психологическая дуэль между современной наукой и каменным веком. Поначалу сентинельцы вели себя крайне агрессивно. Они выбегали на пляж в полной боевой экипировке, натягивали луки и осыпали лодки ученых стрелами. Иногда они совершали ритуальные действия, поворачивались к исследователям спиной и приседали, что в их культуре очевидно означало крайнюю степень презрения и требование убираться прочь. Однако подарки интриговали их. Как только лодки ученых отходили на безопасное расстояние, молодые воины осторожно приближались к оставленным вещам. Наблюдения Пандита выявили удивительные особенности их мышления. Например, когда ученые оставляли на берегу живых свиней, сентинельцы не пытались их разводить или употреблять в пищу. Они убивали животных своими копьями на месте и закапывали тела в песок.
Очевидно, домашняя скотина вызывала у них недоверие или воспринималась как чужеродное зло. С пластиковыми ведрами ситуация была иной. Красные и синие ведра вызывали у них настоящий восторг. Они бережно уносили их в джунгли для сбора пресной воды или ракушек. А вот ведра зеленого цвета они почему-то игнорировали или выбрасывали обратно в море. Железные прутья и куски арматуры ценились ими превыше всего. Аборигены сразу понимали, что из этого прочного материала можно изготовить идеальные наконечники для стрел, превосходящие по прочности кость и камень. Годы шли, и терпение индийских ученых, казалось, начало приносить плоды. Сентинельцы привыкли к графику визитов. Они перестали стрелять сразу, как только видели знакомое судно. Кульминация этой многолетней изнурительной работы наступила 4 января 1991 года. Этот день навсегда вошел в историю мировой антропологии, когда-то единственного в истории мирного контакта с сентинельцами. Утром того дня лодка с Трилокнатхом Пандитом и его исследовательской группой, в которую также входила женщина-антрополог Мадхумала Чаттапатхьяй, подошла к берегу. На пляже их ждала большая группа островитян. Там были не только вооруженные воины, но и женщины и дети. И главное, в руках у них не было луков. Мадхумала Чаттапатхьяй начала бросать кокосовые орехи в воду. И тут произошло невероятное. Несколько сентинельских мужчин, подталкиваемые любопытством, зашли по пояс в воду, подошли к самой лодке и начали брать кокосы прямо из рук ученых. Пандит подробно описал этот момент в своей научной статье для бюллетеня антропологической службы Индии. Исследователи могли разглядеть их лица, структуру кожи, украшения из веревок на теле. В воздухе висело ощущение грандиозного научного прорыва. Казалось, еще немного, и лингвисты смогут высадиться на берег, начнется диалог, и человечество получит ответы на вопросы о том, как жили наши предки десятки тысяч лет назад. Однако радость ученых была недолгой. Уже во время следующих визитов в том же 1991 году обстановка на острове снова начала стремительно накаляться. Во время одного из заплывов, когда Пандит попытался подойти к берегу ближе обычного, один из молодых сентинельских воинов, который только что взял кокос, внезапно изменился в лице. Он выхватил спрятанный в набедренной повязке нож, сделанный из куска листового железа, нахмурился и сделал резкий, недвусмысленный жест рукой, показывая, что если лодка пересечет линию прибоя, все исследователи будут убиты. Другие воины на берегу тут же подняли свои луки. Антропологи вовремя осознали, что они переступили невидимую психологическую границу. Сентинельцы были готовы принимать дары. Они согласились на своеобразный мирный договор на расстоянии, но они жестко, бескомпромиссно очертили границы своей суверенной территории. Джунгли оставались для чужаков зоной смерти. Этот опыт заставил индийское правительство кардинально переосмыслить всю свою многолетнюю стратегию. Ученые поняли, что продолжение контактов неизбежно приведет либо к вооруженному конфликту, либо к уничтожению племени от инфекций. В 1997 году Министерство племенных дел Индии официально и полностью свернуло программу контактов. Посещения острова были прекращены. Власти пришли к историческому выводу: цивилизация должна оставить этот народ в покое. Но природа распорядилась по-своему и вскоре приготовила для этого региона планетарное испытание, которое заставило ученых всего мира содрогнуться от мысли, что целая веха человеческой истории могла исчезнуть в один миг, так и не будучи разгаданной. 26 декабря 2004 года геофизические приборы по всему миру зафиксировали колоссальный подземный толчок в акватории Индийского океана. Это было одно из самых мощных разрушительных землетрясений за всю историю инструментальных наблюдений. Его магнитуда составила более 9 баллов. Сдвиг тектонических плит вызвал гигантское цунами с высотой волн до 30 метров. Смертоносные стены воды буквально раздавили прибрежные города Индонезии, Таиланда, Шри-Ланки и Индии, унеся жизни, по официальным данным Всемирной организации здравоохранения, более 230 тысяч человек. Северный Сентинельский остров находился всего в нескольких сотнях километров от эпицентра катастрофы. Ученые, антропологи и историки по всему миру были в глубоком трауре. Логика подсказывала, что крошечное племя, живущее на низменном острове и не имеющее никаких современных систем оповещения,
радиосвязи или высотных бетонных сооружений было полностью до последнего человека уничтожено стихией. Сентинельцев досрочно вычеркнули из списка живых народов Земли. Через 3 дня после катастрофы, 29 декабря 2004 года, правительство Индии направило к острову военный вертолет береговой охраны. Цель миссии была исключительно гуманитарной. Пилоты должны были осмотреть территорию, найти выживших, если таковые остались, и сбросить им мешки с продуктами, медикаментами и чистой водой. То, что зафиксировали высокочувствительные камеры военного вертолета, потрясло научное сообщество и вошло в историю как один из самых ярких символов человеческой стойкости. Когда вертолет снизился над песчаной косой, из густых, поваленных штормом джунглей на пляж выбежал одинокий сентинельский воин. На нем не было никаких следов паники. Он не просил о помощи, не махал руками в надежде на спасение. Вместо этого он яростно вскинул свой огромный лук и выпустил стрелу прямо в летящую многотонную железную машину, защищая свою землю от очередного вторжения. Этот уникальный снимок, сделанный пилотом береговой охраны, мгновенно обошел все мировые информационные агентства. Племя выжило. Возник закономерный научный вопрос: как люди, находящиеся на уровне каменного века, смогли пережить катастрофу планетарного масштаба, которая уничтожила современные города с их радарами и сейсмостанциями? Ответ на этот вопрос дали геологи из Национального института океанографии Индии, чьи подробные отчеты были опубликованы в международном научном журнале Science of Tsunami Hazards в 2006 году. Исследования со спутников и последующие замеры показали, что мощнейший тектонический удар произвел постоянное географическое изменение. Сам Северный Сентинельский остров в результате толчка приподнялся над уровнем моря примерно на 1–2 метра. Огромные площади коралловых рифов, которые веками окружали остров под водой, мгновенно обнажились и превратились в сухую сушу, навсегда изменив береговую линию и увеличив общую площадь острова. Но самое главное, древние инстинкты и экологические знания сентинельцев оказались совершеннее любых технологий. Антропологи предполагают, что аборигены, обладая вековыми навыками наблюдения за природой, зафиксировали первые микротолчки, которые человек не чувствует без приборов. Они обратили внимание на паническое бегство диких свиней и птиц вглубь острова, а также на аномальный отлив воды перед приходом первой волны цунами. Руководствуясь этими признаками, все племя организованно и задолго до удара стихии ушло на самые возвышенные центральные холмы острова, скрытые в гуще леса. Природа спасла тех, кто жил с ней в абсолютной гармонии. После этого удивительного спасения правительство Индии окончательно осознало, что сентинельцы не нуждаются в нашей опеке, нашей помощи или наших технологиях. В 2005 году была сформулирована официальная государственная политика «Глаза приоткрыты, руки прочь». Это означало постоянное дистанционное наблюдение за островом без малейшего физического вмешательства. В 2017 году законы были еще более ужесточены. Министерство внутренних дел Индии ввело строгую уголовную ответственность даже за попытку вести видеосъемку или фотографировать жителей острова с расстояния, а также за распространение таких материалов в социальных сетях. Любая реклама или организация туров в эту зону карается длительными тюремными сроками. Периметр острова круглосуточно патрулируется быстроходными катерами военно-морских сил Индии и береговой охраны. Основная и единственная причина столь жесткого, беспрецедентного государственного карантина – это вопросы биологической безопасности. Ученые из Всемирной организации здравоохранения неоднократно подтверждали в своих докладах: из-за того, что сентинельцы провели в полной изоляции минимум 60 тысяч лет, их иммунная система чиста, как белый лист. У них полностью отсутствуют антитела к большинству патогенов, циркулирующих в нашей популяции. Любой экстремальный турист, нелегально высадившийся на остров ради эффектного кадра для соцсетей, может привезти с собой вирус обычной простуды, который для сентинельцев станет аналогом средневековой чумы. Остров закрыт навсегда не потому, что индийские власти прячут там секретные военные базы или лаборатории, а потому что это единственный способ спасти уникальный этнос от мгновенного биологического вымирания. Тем не менее, даже находясь под надежной защитой военных кораблей и юридических запретов,
Этот загадочный клочок земли в Индийском океане продолжает генерировать фундаментальные вопросы, на которые у современной науки до сих пор нет ответов. Первая и самая очевидная загадка Северного Сентинельского острова, которая ставит в тупик демографов, заключается в том, что мы до сих пор достоверно не знаем, сколько именно людей там проживает. Все официальные переписи населения, которые с разной периодичностью проводились департаментами индийского правительства, были исключительно дистанционными. Ученые и чиновники просто стояли на палубе корабля в километре от берега и считали в бинокль количество людей, вышедших на пляж. Так, во время официальной переписи 2001 года индийские власти зафиксировали всего 39 человек, 21 мужчину и 18 женщин. 10 лет спустя, во время очередной государственной переписи 2011 года, Министерство внутренних дел Индии официально назвало еще более пугающую цифру – всего 15 человек. Казалось бы, племя находится на грани полного вымирания от близкородственного скрещивания. Однако ведущие антропологи, включая самого Трилокнатха Пандита, категорически не согласны с этими данными. В своих интервью и научных статьях они подчеркивают, что эти цифры отражают лишь тех индивидов, которые из любопытства или в целях охраны территории вышли на берег в конкретный час наблюдений. Подсчитать реальное количество жителей сквозь плотную, многоярусную крону тропического леса, которая не пропускает даже прямые солнечные лучи, невозможно ни с помощью оптических спутников, ни с помощью тепловизоров с вертолетов, так как джунгли гасят тепловое излучение. По современным академическим оценкам антропологической службы Индии, реальная численность популяции сентинельцев может составлять от 50 до 400 человек. Остров площадью около 60 квадратных километров вполне способен прокормить такую группу за счет охоты и собирательства. Но точная цифра остается тайной, скрытой под зеленым куполом леса. Второй, еще более глубокий фундаментальный тупик для науки – это язык сентинельцев. В конце XX века, во время проведения программы контактов, индийские лингвисты пытались привозить к острову на исследовательских судах представителей других коренных андаманских племен, в частности, людей из племен Онги и Джарава. Эти племена живут относительно недалеко, на соседних островах архипелага. Ученые обоснованно надеялись, что языки этих этнических групп имеют общие корни, и соседи смогут выступить в роли переводчиков, чтобы начать полноценный научный диалог. Однако эти попытки обернулись полным крахом. Привезенные переводчики из племени Онги внимательно слушали крики сентинельцев, доносившиеся с берега, но не смогли разобрать ни одного слова. Они заявили, что речь сентинельцев абсолютно не похожа на их собственную и звучит для них как иностранный язык. По свидетельству выдающегося доктора лингвистики профессора Анвиты Абби из университета Джавахарлала Нехру, которая посвятила свою жизнь изучению коренных наречий и изложила выводы в своей академической книге 2006 года «Исчезающие языки Андаманских островов». Речь жителей Сентинела представляет собой абсолютно изолированный языковой феномен. Это означает, что их изоляция от других андаманских племен длилась не тысячи, а десятки тысяч лет. Их язык развивался по совершенно уникальной траектории, и на сегодняшней карте планеты нет ни одного родственного ему наречия. Если этот язык исчезнет, мы навсегда потеряем целую независимую ветвь человеческого мышления. Кроме того, огромный интерес для историков материальной культуры представляет технологический уклад сентинельцев. В учебниках по истории принято писать, что человечество развивалось линейно, от каменного века к бронзовому, затем к железному. Но сентинельцы умудрились сломать эту схему. Официально они находятся в глубоком палеолите. У них нет никаких признаков металлургии, они не умеют плавить руду, у них нет доменных печей или кузнец. Однако они активно используют металл в своей повседневной жизни. Как это возможно? На протяжении XX века сильные штормы несколько раз выбрасывали на коралловые рифы острова крупные торговые суда. Самый известный случай произошел в августе 1981 года, когда на риф северо-западного побережья село панамское грузовое судно «Примроуз». Экипаж был эвакуирован вертолетами, а сам огромный железный остов корабля остался ржаветь у берега. Наблюдения Пандита показали, что сентинельцы проявили поразительную инженерную смекалку. Они начали совершать регулярные заплывы к ржавеющему кораблю на своих каноэ. С помощью кусков твердого камня
Они отламывали от обшивки судна листы железа и куски арматуры. Затем, используя технологию холодной ковки, то есть просто методично расплющивая железо тяжелыми камнями на плоских валунах, они научились изготавливать идеальные острые, как бритва, наконечники для своих стрел и тяжелых гарпунов. Они перешагнули в Железный век, минуя стадию выплавки, используя обломки нашей цивилизации. При этом, что удивительно, они до сих пор не освоили технологию самостоятельного добывания огня. У них нет кресал. Они не высекают искры из кремня и не добывают огонь трением дерева. Вместо этого они используют феномен хранения огня. Если в остров попадает молния и загорается дерево, сентинельцы аккуратно собирают тлеющие угольки, переносят их в свои жилища и помещают в специальные глиняные сосуды, изолированные сухими листьями. Они поддерживают этот огонь годами, передавая горящие угли от одной стоянки к другой. Огонь для них — это священный конечный ресурс, который нельзя потерять. Профессор антропологии Оксфордского университета Сита Венкатешвар в своей знаменитой монографии 2004 года «Развитие и этноцид. Колониальные пространства на Андаманских островах» поставила перед мировым научным сообществом ключевой, глубоко философский вопрос. Имеем ли мы право называть сентинельцев отсталыми или первобытными? Ведь их тотальная изоляция — это не просто следствие географической случайности. Это их осознанный, исторический и активный выбор. Каждой выпущенной стрелой, каждым жестом они на протяжении 150 лет подтверждают свое нежелание становиться частью нашего глобального мира. Они не отстали от времени, они сознательно и твердо отказались от него, выбрав свой собственный путь. Северный Сентинельский остров сегодня остается уникальной, последней зоной на планете Земля, где современное человечество добровольно, на законодательном уровне, отказалось от своего извечного стремления все изучить, каталогизировать, подчинить и превратить в туристический объект. Этот зеленый клочок суши в Индийском океане не просто географическая аномалия. Это живое, бьющееся зеркало нашего собственного далекого прошлого. Глядя на него, мы можем увидеть, какими были наши предки задолго до того, как построили первые города, изобрели письменность и начали запускать ракеты в космос. Сегодня перед исследователями, философами и политиками стоит один из самых сложных этических вопросов в истории науки. Имеет ли право техногенная цивилизация вмешиваться в жизнь суверенного общества, которое этого вмешательства никогда не просило? Что важнее для человечества? Удовлетворить свое научное любопытство, высадить на остров экспедиции, расшифровать язык и описать быт, или проявить высшую форму уважения и сохранить уникальную человеческую жизнь, пусть даже ценой вечной неразгаданной тайны. Индийское правительство свой выбор сделало, превратив закон в щит для этого хрупкого мира. Остров остался закрытым навсегда, став памятником человеческой свободы и независимости от глобализации. Как вы считаете, правильно ли поступают антропологи и власти Индии, удерживая жесткий военный и биологический карантин вокруг острова? Или современная наука обязана найти безопасный, бесконтактный способ изучить сентинельцев, чтобы сохранить их историю для будущих поколений? Поделитесь своими мыслями в комментариях под этим видео. Это действительно тема для глубокой дискуссии. Подписывайтесь на научно-документальный канал «Феномен времен». Ставьте лайк, если вам интересны тайны нашей истории, и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые расследования. Впереди нас ждет еще очень много неразгаданных страниц прошлого и настоящего. До встречи в следующих выпусках.